Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. Сегодня предлагаю вместе со мной разобрать и поискать клад в этом комоде. Все, что интересное найдем, я вам, конечно же, покажу. Это комод, который тоже неоднократно я вам уже показывала, но здесь очень много собрано украшений, о которых я, честно говоря, уже и забыла. Много украшений, которые я вам показывала. Комод открывается вот так, и он не совсем простой. Здесь вот у меня вот такая красота. Конечно же, есть и другие формы хранения украшений. Есть и что-то современное, есть менее современное. Есть и вот такой вот шкафчик-комод, тоже полностью собран, заполнен украшениями. Это практически два шкафа. Вот шкаф справа, вот этот вот большой, это шкаф, который я нашла на свалке, я его отреставрировала, и сейчас он прекрасно выглядит, отлично мне служит, и, в общем-то, также я его тоже декорировала. Вот этот шкаф тоже наполнен украшениями, я вам тоже его показывала, очень много украшений различных, и здесь вот так вот это все организовано. Мои дорогие, вот эти вот украшения по одному я буду брать, разбирать, рассматривать, и как-то их нужно пересортировать. В общем, с вашей помощью, я думаю, получится это быстро, с удовольствием. И если у вас есть какие-то дополнения будут и, может быть, замечания, тоже я от вас их жду. Вы во многом мне помогаете с определением того или иного украшения. Так что давайте приступим. И, мои дорогие, давайте приступим. Сегодня нам предстоит разобрать много украшений. Если видео получится очень длинным, разделю на несколько частей. Но, как говорится, разобрать все равно нужно, так как периодически нужно делать ревизию, и какие-то неожиданные находки тоже, я уверена, нас ждут. Первое колье, которое я хочу показать, разобрать, и это колье, по-моему, от Сары Кавентри. Сейчас, минуточку. Нет, это Трифари. Так выглядит маркировка, очень стильная, классная. Я вот не знаю, кто, может быть, имеет опыт коллекционирования или хранения украшений, как правильно их сортировать. Либо по маркам компаниям, либо по стилю, либо по цвету. Я уже все, по-моему, известные мне варианты использовала, но, в общем, ни один из этих вариантов мне не показался идеальным, честно говорю. Так что все у меня в одной куче, непорядок, мне это не нравится. Ну, в общем, как-то так. Но вот это колье от Трифари великолепное. Я думаю, что я попробую их сортировать как-то по стилю, наверное. Так, потому что Трифари компания, которая производила украшения в разных стилях, и их как-то по стилям невозможно, вернее, по этой компании невозможно их как-то сортировать, на мой взгляд. Здесь есть патент. Вот так есть маркировка, патент. И здесь деколь с дорисовкой. Очень нежный такой рисунок. Здесь такая пчелка на цветочках. И очень это все нежненько, красиво. Великолепный такой подвес. Забыл, как эта вот форма называется, когда регулировать можно при помощи вот передвижения таким образом. Нужно отремонтировать. Я вот это украшение отправлю в ремонт, потому что здесь не хватает одной кисточки. Я не знаю, как-то, возможно, может быть, как-то их соединить. Ой, и таким вот образом как-то. Но у меня нет вот подобной кисточки. Или просто кисточки заменить. Напишите, как вы считаете, как можно это украшение отремонтировать. Ну, тоже очень такая нежная вещица. Следующая вещь тоже подвесочка, и здесь это филигрань настоящая. Так, есть маркировка. Так, сейчас прочитаем маркировочку. И это... Потеряла я свою лупу любимую. Страдаю каждый раз, когда приходится что-то рассматривать. Здесь это... Что-то вот такое вот, девчонки. Не знаю, что это такое. Кто знает, возможно, напишите, подскажите, пожалуйста. Цепочка, уверена, что родная. И очень красивый сам кулончик. Опять здесь вот деколь.
Ну, я как-то, когда показывала подобные украшения, говорила, что в 80-х годах в Советском Союзе были в моде именно украшения с финифтью. Их называли почему-то с финифтью. Я думаю, что это на керамике такой рисунок, декольт с дорисовкой, и тоже в оформление было в технике филиграни натуральной, не штампованной. В общем, если кто-то что-то больше знает, пожалуйста, поправьте. Ну, вот такой чудный кулончик, тоже я его часто использую. Ну, думаю, что их надо как-то вместе вот с этим, да, украшением сохранять. Как-то так. Следующий вот такой великолепный подвес. Кристалл в технике безел, закрепление, прозрачный, не закрытый и очень интересный подвес. Тоже я, когда его нашла, была очень рада, довольна. Здесь, по-моему, нет. Да, это родная цепочка, вот крепление вот таким образом. И нет застежки. Через голову хорошо надевается. И очень такого красивого гранатового оттенка кристалл. Очень красивая обработка у самого кристалла. Ну, за счет того, что он прозрачный, в зависимости от поворота самого кристалла и оттенок зависит. И вот такая вещица. Ну, очень красиво, мне кажется, что-то в восточном стиле, в индийском каком-то стиле, но очень красивая подвесочка. Тоже вот как, куда ее сортировать? Кто знает, подскажите. Так, переходим немного к другой стилистике украшений. И это вот такая вещица винтажная со старой застежкой. Застежка старенькая, цепочка, конечно же, со временем потеряла свой цвет. И это вот характерно для украшений кора, когда основная деталь была выполнена из сплава металла вот такого качества, а цепочки были другого качества. Но кристалл очень красивый, причем кристалл это родной, так и было. Ну, тоже такая вещица интересная. Открытый кристалл небесно-голубого цвета, такая вещь очень интересная, но старая. И, конечно, я в ежедневных аутфитах, кстати, у меня есть канал по одежде из секонд-хенда, кому эта тема тоже интересна, заходите на тот мой канал. Я ищу интересные бренды в секонде, собираю из них образы, их дополняю и украшениями в том числе. Думаю, что тоже там некоторым из вас будет интересно. Зайдите, посмотрите. Возможно, вы там и останетесь тоже смотреть мои видео. Да, и у меня есть основной канал Оксана по уходу за собой. Там более 1 300 000 подписчиков. Так что заходите туда. Там тоже нам, девочкам, полезную информацию я рассказываю и показываю. Ну, вот такая вещица. То есть и заодно и себя прорекламировала. Какая я молодец. Вот такая подвесочка. Тоже на родной цепочке, но это вот как раз опять о том, о чем я говорила. Качество металла одно, здесь качество металла другое. Кристаллы, вот я когда тоже это украшение рассматривала, я подумала, что вот нехватка кристаллов, они мелкие, возни много, но на самом деле все кристаллы на месте, и некоторые из этих кристаллов потемнели, пожелтели, но это плюс винтажным украшениям, это признак того, что украшение винтажное, так что ничего страшного в этом нет. Обратная сторона выглядит вот так. Вот на прошлых украшениях, вот на этом я вам обратную сторону показала. Да, показала. Ну, вот такое. Такое великолепие. Следующая подвесочка. Очень красивые чертополохи с голубыми кристаллами. Объемная подвесочка. Опять та же самая тема. Думаю, что все это украшения от раннего кора. Но большая часть тех украшений вот в этой стилистике, которые я показываю, это украшения, которые принадлежали бабушке мужа. Она ушла от нас, сейчас скажу, лет 6-7 назад, в возрасте 95 лет. То есть относительно украшений тоже могу сказать, что они 50-х, 60-х годов, когда она была в молодости еще, да.
И очень она была модница такая. То есть большая коллекция от нее мне досталась, в том числе и коллекция ложек. Сейчас покажу. В том числе и коллекция вот этих винтажных антикварных ложек. То есть мне от нее тоже достались. Я их храню, добавляю. Какие-то ложки, я так понимаю, что либо вот этот стенд был не полностью заполнен, но я добавляю, что-то интересное нахожу и обязательно туда пополняю коллекции постоянно. Так что большое наследство мне досталось. Так, вернемся к украшениям. Вот все кристаллики на месте. Очень красивое, объемное вот это вот колье. Но, как я уже сказала, маркировки нет. Следующее колье. Вот такое, мне кажется, оно более, скажем, такое вечернее, что ли. Но смысл опять в том, что кристаллики имеют уже пожелтевший вид, хотя при этом очень хорошо сияют, сверкают. И эта вещица тоже такая объемная. Вижу, что есть вот и потеря, да, кристаллика здесь. Но это настолько мелкая работа, что особо и времени нет заняться реставрацией вот таких украшений. Я думаю, что когда-нибудь это время настанет. Ну и цепочечка тоже такая довольно старенькая. Следующее колье тоже в этой же стилистике, но уже в лучшем более состоянии. Я думаю, что это Кора, тоже подвесочка вот такая, появилась в каком-то более позднем возрасте. И здесь есть кристаллики Аврора Бореалис, которые говорят нам о том, что украшения старше 55-го года, то есть 1960-й, 55-й год, как-то вот так были популярными украшениями, украшения с кристалликами покрытия Аврора Бореалис, северное сияние, и вот такое нежнейшее украшение тоже. Я, кстати, встречала маркированные украшения, очень похожие по стилистике, по теме, листья, вот и кристаллики Аврора Бореалис, именно похожи вот на эти украшения. Но я думаю, что это прям ранее Кора, может быть, 58-й, 57-й год, как-то так. Так, мы идем дальше, украшений много, как я уже сказала, и интересных украшений нас ждет тоже впереди очень много. Следующая тема. Это тоже винтажное украшение. Здесь тоже нет маркировки, но вот такое продолжение колье встречается очень часто. Тоже от компании Сара Кавентри. Я тоже находила много украшений, честно говоря, когда мне вот впервые попала вот такая стилизация украшений, то есть вот само колье, и здесь вместо цепочки вот такая такие бусы, то есть это пластик, на пины собраны. Я показала, что это что-то дешевое, мне сразу рука потянулась поменять, заменить на какую-то цепочку, но хорошо, что у меня на тот момент времени не было, и как бы я их отложила, потом я в эту тему вникла и поняла, что это так и должно быть, и ни в коем случае нельзя это все менять. Есть вот так вот обратная сторона выглядит. На этом непосредственно колье нет маркировки, но следующее колье, которое хочу вам показать, оно в той же стилистике, но я думаю уже более позднего возраста, и здесь есть маркировка. Так, и здесь есть маркировка Кора, я вот ошиблась, сказала вам Сара Кавентри, нет, это Кора, и вот в такой же стилистике выполненная. Но здесь уже присутствует эмаль тоже. И стиль немножко такой другой. Такой другой. Здесь вот кристаллики сейчас рассмотрим. Обычные, без покрытия Аврора Бореалис. Я думаю, что это украшение более старшего возраста, до 55-го года. А здесь вот, ну, возможно, тоже такая вот интересная парочка. Предположительно, оба украшения от Кора. Ну, прям идентично. И оттенок металла такой же. Так, а мы идем дальше. Приступаем к украшениям, которые тоже были на этой же стоечке, висели. Сейчас, минутку. Здесь у меня произошла дружба народов. Так, минутку. Вот как-то так. Смотрите. Вот это украшение... Вот этот ключик, это
логотип Trifari компании. Когда я говорила ключик, некоторые зрительницы меня поправляли и говорили, что это буковка Т. Да, вот как тут в перевернутом виде или как-то вот так. Но я почему-то увидела в этом логотипчике ключик. Ну, как говорится, я художник, я так вижу, да. Ну, в общем, кто как что видит. Но вот этот вот, эта подвесочка говорит о том, что это Trifari и очень интересного стиля. Вот это даже не цепь, не колье, я никак не могу это назвать. Здесь есть тоже, да, маркировка Trifari. И очень красиво. Вот эффект, есть сатиновое стекло, а здесь вот в такой же технике выполнен сам металл, как будто сатиновый металл, да, и как бы я вот так сказала, сейчас поближе вы рассмотрите, поймете, такой эффект, как будто броширование очень такое плотное, густое, и эффект сатинового покрытия, да, как будто бы тоже такое интересное колье, классное. Так, мы идем дальше. Здесь вот такой сатуар. Если неправильно называю, девчонки, поправляйте. Такая подвесочка. Здесь типа имитация марказитов, но тоже покрытие как будто бы как бензиновое. И это стеклянные бусины. И есть тоже маркировка. Так, минуточку. Маркировка Мане. Я не знаю, было ли это первоначально вот так пристегнуто, либо это впоследствии как-то соединили. Потому что вот как бы стилистика украшений от Мане, она, ну, не предполагает вот такой как-то индийский, что ли, стиль восточный, да, здесь все-таки вот эта вот кисть присутствует, но во всяком случае здесь тоже стеклянные бусины, по оттенку, как молочное стекло, оно совпадает, здесь тоже подвес, оттенок металла тоже повторяет, здесь есть такое броширование, то есть меня терзают смутные сомнения, то ли это было так задумано, ну, в чем я сомневаюсь, да, то ли это было уже как обладательница этого украшения как-то вот так немножко реконструировано. Так, следующее тоже сатуар, но здесь уже бусины пластиковые и вот такая шикарная кисть, тоже с позолотой покрытие. Здесь все пластик тоже. Легкое, красивое украшение, но оно более старого возраста. Вот судя по застежке, не то, что она потемнела, а именно вот форма крепления. Вот как-то так. И сами бусины, видите, они как-то покрыты позолотой с двух сторон. И в момент движения они такой эффект создают, как будто это бы прям вот дорого-богато. Я думаю, что это тоже что-то из 50-х, 60-х, вот что-то вот такое. Напишите, согласны со мной или нет. Но кисть родная, тоже в такой же технике, и по ощущениям материала тоже оно хорошо совпадает. Так, следующее украшение, которое вот это относится украшение к теме той, что часто попадаются одинаковые украшения или похожие украшения. Одна из зрительниц мне написала, что я показываю одно и то же. Мои дорогие, если вы живете в стране производителя, соответственно, и украшения будут попадаться похожие, либо одинаковые. У меня есть прям вот точь-в-точь одинаковые украшения. Сейчас я вам покажу украшения, которые вы можете отнести к теме как одинаковые, но они абсолютно разные. Здесь есть маркировка Сара Кавентри. Сара Кав маркировка. И вот плетение цепи, да, вот эта стилистика, вот такие вот бочонки резные, ну, также длина украшения тоже, это говорит о том, что возраст винтажный имеет. Кстати, вот по плетению цепи тоже, девчонки, сейчас вам цепь одну покажу, которую я отложила, думала, не буду ее показывать, но обычная цепь, казалось бы, да, но вот плетение цепей вот в таком стиле, это тоже, как сказать, не показатель, не признак, а просто в стиле Сары Кавентри украшения тоже могут быть вот такое плетение цепи использоваться. Так, ну и как раз вот то украшение, которое тоже похоже вот на это вот такая тема, ну то есть то же самое, вот плетение цепи, бочонки, ну тут еще добавлены и жемчужные бусины, и здесь, так, я не вижу, застежка есть.
или нет. Есть застежка и есть маркировка на этом украшении. И здесь маркировка Мане. Но, видите, мода одна в одном времени, да, была вот определенного стиля. То есть, видите, вот цепь, золото, сочетание с такими какими-то вставками, с бочонками. Сара Кавентри использовали просто вот такие бочонки. Мане вот как бы немножко заморочились, вот такие вот бочоночки вставили, еще и жемчужины. Но и следующее украшение тоже в этой же технике, тоже вот та самая тема цепь и вот какие-то вот вставки. Но вот это украшение мне очень нравится, и это тоже трифари. Я думаю, что они относятся к одному периоду времени, то есть вот в моде были именно вот такие украшения, то есть цепь и какие-то вставочки, бочоночки именно, да, и вот все вот в такой стилистике. Но опять-таки вот эти вот украшения, они очень даже отличаются. Вот смотрите, вот Сара Кавентри, Мане и трифари, да, вот как бы в одном времени они выпускали вот похожие украшения, но их все равно, как отличительные особенности, они все равно заметны. Трифари более как бы утонченная, нежная работа, и вот как в детали более вдавалась эта компания. Здесь, видите, какая-то бусина, похожая на янтарь. Такая вот вещица. Здесь вот жемчуг больше используется. Здесь вот так. В общем, украшения тоже по времени, они по стилистике совпадают. Вот все, что было в тренде, да, я не люблю это слово, хотя так оно и есть. Именно вот те направления в моде, которые были на тот период времени, они отражались во всех компаниях. То есть любая компания-производитель использовала вот эти вот тренды. Ну и вот это же относится вот к этому подвесу. Это арт-деко явный. Вот такой элемент. Я тоже, когда впервые вот это украшение ко мне попало, я подумала, что здесь какая-то вот нестыковочка, да, во всем. Вот нам, на наш сегодняшний взгляд, я думаю, вы тоже такую нестыковку могли приметить, заметить. То есть мало того, что эмалевый сам подвес, но еще и цепочка в эмали, и при этом еще желтая застежка. Ну, казалось бы, да, свяжи несвязуемое, как говорится. Я тоже, когда это украшение увидела, посчитала, что мне надо либо застежку тут поменять, либо цепь поменять, в общем, что-то поменять. Как бы нестыковочка в моем, так сказать, восприятии этого украшения произошла, но, тем не менее, когда я повторно увидела еще и другое украшение, вот такая же тема, то есть вот такие мелкие детали, на них тоже внимание обращайте, если кто-то впервые начинает этой темой увлекаться. То есть не торопитесь сразу все переделать. Как говорится, ручонки шаловливые свои придержите, потому что, возможно, это то украшение, которое вы не поняли, не знаете о нем ничего. Постарайтесь как бы уделить время на поиск информации. В общем, тема та же. Опять-таки эмаль, да, вот такой подвес. Опять-таки эмалевая цепочка и опять-таки белая застежка. Вот они очень, да, похожи по времени. И опять-таки вот эта вот тема непонятная, арт-деко, да. Но это еще не все, мои дорогие. Когда я еще и вот такое украшение ко мне попало в руку, тут, как говорится, все мои сомнения встали на место, ушли все мои сомнения. И вот это вот сочетание, смотрите, опять вот белая эмаль, сочетание желтой цепочки и белой цепочки, и опять-таки сочетание вот желтой застежки, причем все вот эти застежки, они практически идентичны, они практически одинаковые, и в этом и даже вот в мелком украшении вот все, как говорится, встало на свои места. Так что теперь, когда я встречаю украшения вот в этой технике, в этой стилистике, я не сомневаюсь, я обязательно забираю эти мешочки, в которых есть вот подобные украшения. Так что, возможно, вы про это не знали. Так что, надеюсь, информация вам это пригодится. Но и в этой же, не то что в этой же стилистике, в этой же теме, скажем, птички-рыбки. Вот есть у меня вот такая рыбка.
Ну, я думаю, что эта рыбка более раннего возраста, то есть, может быть, тоже где-то 50-е годы. Вот такая застежка. Тоже принцип тот же самый. Глазик подвижный, тут у нее еще и половнички подвижны, и сочетание брошированности тоже разные. Вот так вот обратная сторона выглядит. Вот как-то так. Да, я у вас не показала вот обратную сторону на совушке. Я к совам, честно говоря, равнодушна, но вот это вот украшение мне очень нравится. Оно такое подвижное, оно такое эффектное. То есть любой наряд украсит, и однотонный фон будет классно подчеркивать. Ну и, скажем, в продолжении вот этой темы хочу показать еще вот такое украшение. Здесь я тоже думаю, что это 60-е, 70-е, возможно, даже 80-е годы, бабочки. Здесь вот вижу потерю кристалла, надо тоже на реставрацию ее отправить, потому что колье очень красивое. Вот такая акцентная брошь. И здесь, так, нет, здесь нет потери. В общем, один кристаллик потерян. И застежка, так, вот такая обычная. Я думаю, что это 80-е, мои дорогие. У меня в 80-х годах была похожая брошечка. Тоже бабочка. И тоже похожая очень даже по стилю, по исполнению. Но сам кулон очень красивый. Так. И напоследок покажу вам украшения тоже в белом варианте. Вот такие вот бусы. Это пластик, но очень красивые, как сказать, обработка самих этих бусин. Тоже очень такая интересная. И пластик такой плотный. Вот, кстати говоря, да, пластик даже тоже по ощущениям отличается на самом деле. Вот пластик, который был в 70-х, 60-х годах, он именно вот такой вот плотный. Потом начали производители использовать пластик более рыхлый какой-то, он не такой плотный, и звук от него не такой. А вот в более раннем таком периоде вот такой пластик использовали. Такое колье интересное. И здесь тоже, по-моему, Мане. Нет, Сара Кавентри. Я очень удивилась, увидев вот эту маркировку, вот на таких простецких, нежнейших бусах. То есть это нитка из пластика, тоже пластик такой плотный. Она очень длинная. Предполагаю, что носить нужно вот в несколько даже слоев, даже вот в 4, если вот так как чокер определять. Очень нежный такой вариант. И то есть вот и есть маркировка. Так, думаю, что нужно завершаться, мои дорогие. Продолжение, если вам интересно, пожалуйста, напишите. Я продолжу разбор моего комода, этих украшений, которые в нем хранятся. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.